Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Это видео посвящено теме продвинутых пользователей. И для продвинутых пользователей мы рассказываем расширенные формулировки инструментария, которые есть в колесе жизненного баланса. И дополнительно я вам рассказываю, какое преимущество вы можете получить, когда вы будете постоянно использовать инструментарий для продвинутых пользователей. Для тех, кто смотрит это видео первый раз, нам нужно еще раз окунуться в колесо жизненного баланса. И колесо жизненного баланса представляет собой круг, на котором расположено 8 сфер. И эти 8 сфер, оно, как в бизнесе, больше похоже на систему сбалансированных показателей, где есть финансовые и нефинансовые показатели, которые отражают различные сферы вашей жизни, проанализировав которые вы можете в каждой сфере что-то улучшать для себя. И давайте повторим эти сферы. Первая сфера – это отношения и семья. Вторая сфера – друзья и окружение. Третья сфера – здоровье и спорт. Дальше идет личностный рост. Обязательно тема денег, карьера и бизнес, духовный рост и творчество, яркость жизни. Тема сегодняшнего видео – как заполнять колесо жизненного баланса для любимого человека, любимой женщины, любимого мужчины и какие особенности в этом есть. В чем самое главное отличие колеса жизненного баланса? Если вы заполняете его для себя, то тогда вы идете против часовой стрелки, начинаете заполнять колесо жизненного баланса с сферы отношения и семья, дальше идете друзья и окружение, здоровье и спорт, личностный рост, деньги, карьера и бизнес, духовный рост и яркость жизни. Это дает вам возможность постепенно, в течение часа или двух проанализировать свои сферы, понять, какое состояние каждой сфере для вас присутствует и в чем разница, если вы заполняете колесо жизненного баланса для любимого человека. Итак, любимый человек – это тот человек, любимая женщина, любимый мужчина, с кем вы живете, с кем вы состоите в браке, и он для вас близок, но колесо жизненного баланса у вас и вашего любимого человека может кардинальным образом отличаться, потому что человек может по-другому оценивать свои состояния, и поэтому для того, чтобы оценить другого человека, нужно идти против часовой стрелки. То есть мы заполняем с яркости жизни, духовного роста и творчества, карьера и бизнес, деньги, личностный рост, здоровье и спорт, друзья и окружение. И потом напоследок вы уже заполняете свою сферу совместную, отношения и семья. Первый плюс того, что вы идете по часовой стрелке, вы начинаете анализировать, что же человека радует, какие параметры яркости жизни он считает для себя очень важными. Далее мы идем, и когда вы уже проанализировали, что человека радует, чем он живет, как он воспринимает жизнь, самую последнюю сферу, 8, вы анализируете отношения с этим человеком, потому что ваша оценка состояния семья или отношения может быть более высокие, а ваш любимый человек, любимая женщина, любимый мужчина может по-другому оценивать свое состояние. И честность в отношениях заключается в том, что вы можете эти темы обсуждать, можете намечать совместные действия, чтобы исправить ситуацию, ну и также понимать, в чем у вас есть разногласия и в чем у вас много общего, или найти ту сферу, где у вас много общего. Итак, если вы хотите это видео использовать как небольшую видеоинструкцию, а это видео именно так и задумано, усаживайтесь поудобнее, берите листок бумаги, лучше всего блокнот, тетрадь, и рисуете круг, в котором расположено 8 частей. И давайте еще раз повторим некоторую информацию про состояние. Состояние в колесе жизненного баланса оцениваются цифрами от 1 до 10 или от 0 до 10, где 0 – это состояние неудовлетворительное, самое неудовлетворительное, которое может быть, и 10 – это состояние самое лучшее, лучше просто ничего не может быть. Между ними где-то посередине у большинства из вас будет находиться цифры, которые вас устраивают или соответствуют вашему теперешнему состоянию. И все эти состояния мы можем разделить на 3 группы. Вот в других методиках колеса жизненного баланса, в традиционных, там есть какие-то цифры, вы эти цифры соединяете между собой на диаграмме, сразу видите, в чем у вас дисбаланс,
пытаетесь каким-то образом исправить этот дисбаланс, но никто вам не рассказывает детали, как это сделать. Мы в своем видео рассказываем немножко более подробно, потому что больше практикуем эту методику. И есть такая характеристика, как состояние. Состояние от 0 до 4 мы характеризуем как нестабильное. Нестабильное означает то, что это нормальное состояние, которое присуще в ваших, допустим, отношениях, в какой-то другой сфере, но оно характеризуется большим эмоциональным накалом, и решения требуют в этих состояниях какого-то продолжительного времени, либо совсем не принимаются. И если вы задумали что-то совместное делать, то у вас получается большая затрата усилий и очень маленький результат. Следующее состояние – это состояние стабильное, оно характеризуется цифрами 4-8. Это состояние, в котором присутствует очень большое количество действий, эмоциональные качели здесь уже не встречаются. Вы концентрируетесь ради целей, понимаете, что, достигнув этого цели, вы приступаете к решению следующей задачи, следующего проекта и не втягиваетесь в эти эмоциональные качели, потому что эмоциональные качели, они, как правило, затрата времени, порой даже необходимое для того, чтобы прокачать, высказать свои чувства, но для людей уже более зрелых и для людей, которые в бизнесе, они любят принимать решения и всегда задаются вопросом, что я должен сделать для того, чтобы ситуация улучшилась. Если там задано направление движения, они исправляют ситуацию, и таким образом все постепенно идет к согласию. Следующее состояние очень важное и энергетически очень емкое. Это состояние очень стабильное, характеризуется цифрами 8-10. Это состояние, когда вы переполнены энергией, переполнены энтузиазмом, вас полностью удовлетворяет состояние, которое есть в этой сфере, вы готовы этим делиться. Лакмусовой бумажкой состояние 8-10 является препятствием, потому что любое препятствие, любая трудность, она вас мобилизует, у вас мгновенно появляются единомышленники, которые предлагают свою помощь, сами только узнав об этой ситуации, никого не нужно просить. И вот это состояние 8-10, это такое высокое экспертное состояние, к которому каждый стремится, потому что или вы приходите на помощь, или к вам приходит на помощь, но вы с этой ситуацией трудностей никогда не остаетесь наедине. Если мы затронули тему состояния, я немножко расскажу о миссиях. Миссия нестабильного состояния – это решение задачи с дефицитом ресурсов. То есть чаще всего фигурирует такая фраза «я сам, я сама», нет желания привлекать дополнительных людей или дополнительных экспертов к решению этой ситуации. Больше идет упор на собственные силы, собственный опыт. Это нормально для возраста 20-30 лет, но если вам больше 30 лет, вы должны реально оценивать свои возможности, реально оценивать время, которым вы располагаете, и возникает вопрос делегирования. Для стабильного состояния миссия заключается в том, чтобы привлекать инвестиции и ресурсы для решения задач, когда вы уже понимаете, что для решения задач вам нужно очень четко сформулировать цели, сделать декомпозицию объема работ, которые предстоит делать. И когда для подрядчиков и для привлеченных ресурсов вы говорите тот объем работ, в какой последовательности нужно сделать, для них эта задача легко решаема, и вы получаете результат, который вы хотите, не утомившись, и таким образом вы больше выступаете именно как менеджер, управленец в решении задач. Миссия состояние 8-10 очень стабильно. Это навыки, знания, опыт монетизированы так, что вы можете управлять чужими ресурсами. То есть, если в состоянии 4-8 вы в основном реализуете проекты, где вы профессионально компетентны в тех делах, которые вы сами давно занимаетесь и прекрасно себя чувствуете, ваша экспертиза признана, в состоянии 8-10 вы можете уже управлять чужими проектами, можете решать другие задачи, и в сфере денег состояние 8-10 – это вопрос выбора инвестиций, реализация проектов,
которые направлены на получение там сверхдохода или там реализации товара с высокой наценкой или выше среднего, это вот именно та сфера, где вы умеете монетизировать свой опыт, монетизировать чужой опыт. Это та сфера, где вы получаете очень хороший финансовый результат. Про состояние мы уже проговорили. Теперь давайте начнем анализировать своего любимого человека, любимого женщину, любимого мужчину. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы понимать, о чем человек мечтает. Может, он говорит об одном, а на самом деле, думает, что можно это сделать по-другому. Такую практику можно практиковать, примерно 1-2 раза в год. В плюсе вы получаете хорошее взаимопонимание, либо вы войдете в то состояние, когда вам нужно честно говорить о своих намерениях, о своих желаниях. И давайте начнем. Итак, мы рассматриваем сферу яркость жизни. И вы уже за место любимого человека оцениваете это состояние, в котором он находится. 0,4 – это человек, состояние нестабильное, человек старается быть там, где он наполняется энергией, это путешествие в незнакомые места, это связь с природой, есть желание, скажем так, переключиться с каких-то текущих задач, в которые человек был вовлечен, с точки зрения перезагрузить там свое настроение, перезагрузить свой мозг, переосмыслить немножко, там, может, эмоциональный накал может спать, но здесь состояние яркой жизни 0,4 – это состояние нестабильное. Да? А состояние 4,8 – это состояние стабильное, когда вы пытаетесь что-то сделать самостоятельно, уютным. То есть вы пытаетесь создать то место, где вам хорошо, как-то его обустроить, либо вам не нужно такого резкого желания путешествовать, переместиться в какое-то другое пространство. Это там то место, где, любое место, которое вы можете благоустроить для того, чтобы там отдохнуть, набраться сил и подготовить себя для решения более сложных задач. В яркости жизни состояние 8-10, вы переполнены энергией, и неважно, где вы появляетесь, там всегда становится хорошо, уютно, вы вдохновляете людей, и здесь, уже послушав характеристики состояния яркости жизни, вы можете четко определить, то есть ваш любимый человек находится в состоянии 0,4, 4,8 или 8,10. Лучше всего заполнять числовые показатели, как вам кажется, потом уже вместе проговаривать с любимым человеком, как он это воспринимает. Здесь важно получить ответ на следующий вопрос: как вы влияете на яркость жизни вашего любимого человека. Может, человеку, чтобы отдохнуть, нужно лучше побыть в одиночестве, или наоборот, человеку, чтобы отдохнуть, нужно ваше присутствие. Вот этот ответ вы должны для себя получить. Если вы вместе со своим любимым человеком, любимой женщиной, любимым мужчиной попали в состояние 0,4 и оценили это состояние, нестабильное, не стоит здесь пугаться. Здесь нужно понимать, что состояние 0,4 это не значит все плохо. Это значит, что там больше присутствует эмоций, меньше действий. Но если это состояние ведет к тому, что человек перезагружается, то нужно маленькими аккуратными шагами через призму сферы личностного роста, через обучение понять, что вы можете делать, привнести в свою жизнь, чтобы яркость жизни зависела не только от внешних факторов, а от того, что человек может, допустим, дома создать то место, где он получает удовольствие, яркость жизни его увеличивается. Не нужно здесь стремиться к этому состоянию семимильными шагами, здесь просто лучше всего взаимопонимание и понимание того, что вы готовы двигаться в яркости жизни с одинаковой скоростью. В яркости жизни, как правило, кроется большинство проблем, которые вы не можете решить в семье и отношениях. Чаще всего ваша любимая женщина, ваш любимый мужчина просто в целом не удовлетворенная жизнью, которая у него была или получается, и поработав с яркостью жизни, вы, пройдя по всем сферам, по часовой стрелке, вы поймете, что отношения, семья – это не самая пострадавшая сфера, как правило.
эти сферы постепенно улучшать от яркости жизни, и дальше вы поймете, что в отношении семья уже эмоциональный накал как бы уменьшится, вы перейдете к состоянию 4-8, будете задавать друг другу вопросы, что мы совместно можем делать, когда нам как бы, чтобы нам было хорошо или когда нам хорошо, а не уходить в разногласия, вот это я хотел сделать по-другому или я хотел это сделать по-другому. Переходим к следующей сфере, это духовный рост и творчество. Тоже анализируем своего любимого человека, любимую женщину, любимого мужчину с точки зрения состояния. Состояние творчества, если человек занимается этим как бы регулярно, как минимум должно быть название хобби или творчество, или это просто мечта, этим хотелось бы позаниматься, попробовать, понять, это твое, не твое. Здесь как бы нужно пробовать, создавать условия, когда творчество является именно моментом, когда человек реализует свои возможности. Ну и самое важное, что можно как бы порекомендовать, вот всегда, если есть как бы хобби, допустим, авиамоделизм, то всегда лучше посещать какие-то соревнования, какие-то открытые выставки, когда вы увидите этих энтузиастов со всего мира, сможете вдохновиться вот этой вот атмосферой. Хобби авиамоделизм я употребил так образно, можем там хобби условно вязание взять, рисование, или все, что вы предложите. Кстати, пишите в комментариях, какое хобби для вас интересное, какой творческий процесс вас вдохновляет. Сфера духовного роста – это ваши ценности, которые вас вдохновляют, что является как бы для вас опорой, в чем вы чувствуете как бы силу. И здесь мы вот сквозь призму духовного роста рассматриваем именно свои состояния. Состояние 0,4, то есть состояние нестабильное, вам требуется больше знаний, вам требуется общение с экспертами, с единомышленниками, я бы как бы сказал, в сфере ценностей. Если у вас состояние 4-8, это состояние стабильное, вы можете как бы на свои жизненные ценности опираться в трудных ситуациях, понимать, что ради этих жизненных ценностей вы не будете принимать те решения, которые противоречат вашим ценностям, то есть это состояние уверенного человека. Если вы находитесь в состоянии 8-10, вы можете как бы легко находить единомышленников, потому что вы переполнены той энергетикой, которая дают ваши ценности. И вот здесь вот основная фишка вот этой вот сферы. Вы должны как бы понимать, что духовный рост или те ценности, то есть какие есть у вашего любимого человека и у вас. Если вы здесь оцените состояние как 0,4, то есть это состояние может быть, когда вы очень мало знаете о том, чем интересуется ваш партнер, любимая женщина или любимый мужчина. Состояние 4-8 – это состояние, когда вы не знаете, что вы совместно можете делать в сфере духовного роста и творчества. И состояние 8-10 – это общая радость, которая должна быть разделена на двоих, или что вас как бы радует. Если вы получили состояние 0,4, то есть вы очень мало знаете, потратьте 1-2 дня, пускай ваш партнер, любимый человек, любимая женщина, любимый мужчина расскажет, о чем он раньше в детстве мечтал, на каком этапе он забросил или на каком этапе он возвращается. Это могут быть там компьютерные игры, это может быть коллекционирование каких-то кукол там, или каких-то игрушек. То есть любая сфера увлечения, она всегда прекрасна по своей сути, потому что она дарит человеку вот это вот эмоциональное состояние, когда вот он парит, когда он воодушевлен. Если у вас есть финансовая возможность, и вы это хобби можете сделать как бы регулярным, выделяете бюджеты, выделяете время и разделяете это хобби, потому что хобби будет вам приносить совместную радость и будет, как бы опорой в трудных ситуациях. А в состоянии 8-10
Очень важно принять решение, хотите вы рассказать о своем эмоциональном состоянии или не хотите рассказать о эмоциональном состоянии. Один раз в год нужно делиться радостью со своим окружением, чего вы достигли, за какие личные успехи вы особенно сильно рады, за что сильно переживали, к чему стремились. Пускай это будет более узкий круг, но тем не менее это будет ваш положительный опыт публичности. Следующая сфера – карьера и бизнес. Состояние 0,4 у вас есть карьерный рост или у вашего любимого человека в одной работе. Это состояние 0,4. Там вы можете на короткий длительный период спрогнозировать, что вас ждет. Это отсутствие карьерного роста, либо есть карьерный рост, увеличение заработной платы или возникновение дополнительного дохода. Состояние 4-8 вы уже как специалист, эксперт или ваш любимый человек, любимая женщина, любимый мужчина задействован в других сферах. То есть к этому нужно стремиться, потому что это дает дополнительный стимул вовлечения, то, что его опыт признан или ее опыт признан в других сферах. Здесь некоторая публичность или реклама всегда действует хорошо. Состояние 8-10 любимый человек мечтает и в один прекрасный момент может развить собственный бизнес, в котором есть одно самое главное преимущество. Он этот бизнес развивает, как считает нужным, или она развивает этот бизнес, как считает нужным. Вы получаете дополнительный доход, и очень хорошо, если этот дополнительный доход гораздо больше, чем ваш существующий оклад. В сфере карьеры и бизнеса здесь есть самое важное — соблюсти баланс между постоянной работой, допустим, преподавательской деятельностью и собственным бизнесом, который вы можете начать совместно или сделать с кем-то совместный бизнес. Колесо жизненного баланса, оно построено на очень хорошем взвешивании тех возможностей, которые дает вам окружение, тех возможностей, которые дает вам единомышленники и эксперты. Пообщавшись с экспертами, вы можете понимать, сколько времени понадобится для того, чтобы создать собственное дело. Вы можете опираться на экспертов с точки зрения поддержки бизнеса, авторского надзора, но вы не остаетесь с этим бизнесом, с его трудностями наедине. И при грамотной реализации этого проекта вы за 2, 3, 4 или 5 лет получите тот бизнес, который будет вас удовлетворять, как тех людей, которые профессионально выросли и теперь уже могут себе позволить иметь дополнительный доход. Следующая сфера денег. Анализируйте человека здесь с точки зрения, в каких инвестициях он нуждается, какой постоянный доход у него есть, насколько мы прогнозируем в течение года. Состояние 0,4 – это у вас есть постоянный доход, вы на него можете опираться, можете планировать, брать кредиты, планировать инвестиции, делать накопления. Состояние 4-8 – это вы можете рекламировать свои услуги как экспертов в своей отрасли или в параллельной отрасли. Можете пробовать себя в параллельных областях. Допустим, вы обладаете какими-то хорошими организаторскими навыками, реализовали какой-то социальный проект и понимаете, что это у вас хорошо получается, вам за это платят, и дополнительный доход это есть очень даже неплохо в семейный бюджет. И состояние денег, состояние 8-10, вы уже понимаете, что вы можете инвестировать свои заработанные деньги в какой-то проект, чтобы приумножить эти деньги, либо вы планируете как менеджер проекта реализовать проект, где инвесторы вам доверяют вашей деловой репутации, вашим организаторским навыкам, умению анализировать ситуацию, умению справляться со стрессом, с непредвиденными обстоятельствами. Тот случай, когда вы можете попробовать на чужом проекте получить тот результат, который вы сами оценили, либо инвесторы оценили. И здесь разница между карьерой и бизнесом и деньги заключается в том, что здесь вы выстраиваете собственный бизнес, а здесь вы управляете чужим бизнесом, и это большее доверие, большего доверия вы больше уже, наверное, ни в одной сфере не получите. Переходим в сферу личностного роста. Сфера личностного роста, она по диагонали находится с яркостью жизни, и в сфере личностного роста вы получаете доступ к тем знаниям, к чужому опыту, который есть в открытом доступе, в закрытом доступе, в состоянии 0,4.
вы больше получаете знания. В состоянии 8-10 вы уже преподаете свой опыт. Вот разница между состоянием стабильным, очень стабильным и нестабильным заключается в том, что в состоянии 0,4 нестабильным вы получаете знания, в состоянии 8-10 вы уже структурируете свой опыт и преподаете его, а состояние от 4 до 8 – это когда вы полученные знания пробуете реализовать в собственном бизнесе. Личностный рост и яркость жизни находятся по диагонали, и здесь нужно понимать, что если в яркости жизни у вас возник какой-то кризис, вам обязательно нужно прокачать свои знания, потому что, побывав на обучающих мероприятиях, семинарах, тренингах, вы можете получить тот толчок, тот инсайт, который поможет вам улучшить яркость жизни. Следующая сфера – это здоровье и спорт. Для продвинутых пользователей, я уже в предыдущем видео говорил, здоровье и спорт – это первая сфера, которая страдает, если у вас начинает рушиться семья и отношения. Почему? Потому что на сферу здоровья и спорт, как чаще всего получается, они выделяют просто время, и за счет того, что не выделяют время, у вас уже не хватает физических сил для того, чтобы справиться с кризисом, для того, чтобы не хватает сил, чтобы проанализировать все или пережить тот временный промежуток трудностей, который у вас получился. Поэтому, если у вас есть кризис в отношении семьи, вам нужно выделить время на здоровье и спорт. Здоровье вы проходите всех медицинских врачей, в той сфере, в которой вы хотите больше понимать, для вас есть критичное. После заключения врачей вы приступаете к какому-то курсу лечения, либо какими-то медикаментозными процедурами начинаете заниматься. А сфера спорта, она позволяет вам перезагрузить свой организм от состояния ступора, если находитесь в стрессе, в состоянии движения, то есть вы через движение боретесь со стрессом. Лучше всего, когда вы боретесь со стрессом превентивно, то есть постоянно организм находится в тонусе, и вы обладаете физической энергией, которая у вас переполнена. То есть вот среди спортсменов очень ярко видно, вот этот человек переполнен здоровьем, то есть у него глаза горят, от него исходит вот эта вот энергетика движения, или человек в состоянии 0,4, он утомленный, уставший, от него сложно ждать каких-то больших спортивных результатов, поэтому от состояния 0,4 в сфере спорта, от нерегулярных занятий спортом нужно плавно переходить в состояние 4-8, когда вы занимаетесь спортом и не входите в состояние стресса, что вам хотелось бы время на спорт потратить на какие-то другие дела. Занимайтесь спортом 2-3 раза в неделю, вам достаточно, вы перезагружаетесь, организм не идет на износ, и вы плавно переходите к состоянию 8-10, когда вас переполняет вот эта вот энергия. И вот эта вот энергия, направленная на друзья, окружение и отношения семья, помогает вам взглянуть на кризисы в семейной жизни сквозь призму оптимизма, потому что когда вы смотрите сквозь призму пессимизма на кризис в семейных отношениях, у вас навряд ли возникнет желание что-то менять совместно с любимым человеком. Когда вы находитесь в состоянии энтузиазма, вы больше готовы к компромиссам, к каким-то совместным действиям, вам гораздо быстрее договориться. Седьмая сфера – друзья и окружение. Когда вы анализируете своего любимого человека, вот здесь вот нужно внимательно присмотреться, как вы оцениваете вот эту вот сферу. Почему? Потому что у вашего любимого человека есть свой круг друзей, знакомых и родственников, у вас есть свой круг друзей, знакомых и родственников. Вы просто интуитивно оцениваете это состояние. 0,4 как отношения с друзьями, родственники, они нестабильные. Состояние 4,8 вы проводите какие-то совместные мероприятия, то есть это активный отдых, активное общение. Вот многие задают вопрос, чем отличается состояние 0,4 в друзьях и окружении от состояния 4,8. В состоянии 0,4 у вас друзья, знакомые чаще всего обращаются к вам за помощью,
там моральной, какой-то эмоциональной поддержки от вас ждут, делятся с вами своей проблематикой. В состоянии 4-8 они чаще всего к вам обращаются с какими-то хорошими новостями, делятся какими-то прекрасными событиями, приглашают на прекрасные события. Разница вроде небольшая, но здесь очень важен баланс. Если вас сильно втягивает в состояние 0,4, то есть вы больше эмоциональный помощник или человек, который выслушивает всю проблематику, а чаще всего решает или переживает, то вы должны понимать, что если это ваша профессиональная деятельность, вы там психолог, лечащий врач, или какой-то спасатель, да, люди к вам обратились по адресу. Если ваша миссия не спасать людей, не помогать, то вы должны больше времени уделить тем друзьям и знакомым, которые делятся с вами приятными новостями, или еще лучше прийти в состояние 8-10, когда вы всех воодушевляете на какие-то совместные дела, и выбор всегда за вами. Или быть тем человеком, который выслушивает все, когда у других плохо или совсем плохо, или вы тот человек, которого душу компании хотят пригласить на всякие праздники, мероприятия, и стараются не делиться с вами печальными новостями. Вот это и есть разница в состоянии. Если у вас здесь состояние друзья и окружение 8-10, то вам нужно увеличивать круг единомышленников. Если у вас среди друзей и знакомых есть какие-то профессиональные знакомые, с ними лучше обсуждать тему, чего можно достичь в той или иной сфере, в той или иной обстановке, если у них опыт действительно заслуживает внимания. С этими людьми вы будете всегда профессионально или в личностном росте расти, переосмысливать то, что вы делаете, легко переходить в новые какие-то сферы для вас, новые. То есть лучше всегда иметь окружение чуть выше вас, которое вас будет развивать. Итак, последняя 8-я сфера – это отношения и семья. Вот теперь, проанализировав тяжелый тернистый путь, в котором находится ваш любимый человек, теперь вы понимаете, сколько переживаний у него есть. Считайте, в каждой сфере у него есть какие-то свои переживания, есть какие-то сомнения, есть пожелание сделать лучший результат. И когда вы проанализировали весь ворох этих проблем, всех этих эмоциональных переживаний, вы можете уже по-другому взглянуть на вашего любимого человека, потому что он с вами, потому что он видит в вас какие-то новые возможности, и здесь состояние вы оцениваете точно так же по шкале. Итак, состояние 0,4 в близких отношениях или браке – это эмоциональные качели, минимализм в действиях. В эмоциональных качелях есть всегда один большой плюс. Человек честно признается, что находится попеременно то в состоянии «люблю», то в состоянии «ненавижу», но он говорит о том, что он эти чувства переживает. Здесь его нужно поддержать, потому что вы готовы услышать это, и предложить ему какое-то совместное действие, потому что эмоциональные качели уравниваются только действиями. Если вы будете вовлекаться в эмоциональные качели сопереживания, эти качели будут все больше и больше, по амплитуде возрастать, или вы попадете в противофазу. То есть, когда человек вас любит, вы его не очень сильно понимаете, потому что рассерженные. Когда ваш любимый человек, любимая женщина, любимый мужчина рассержен, вы его любите. И здесь только действие позволяет вам синхронизироваться, потому что в действиях, когда вы что-то совместно делаете, уборку, либо где-то отдыхаете, у вас есть синхронизация очевидно. В эмоциональном плане вы можете находиться в противофазах, но действия дают вам эту синхронность. И основное правило, если вы находитесь в отношениях в состоянии 0,4, когда вас затягивают туда, предлагаете какие-то действия, пойдем туда, сделаем это, и старайтесь дистанцироваться от эмоциональных качелей, потому что эмоциональные качели очень трудно уравновесить. Их можно уравновесить только действием. Если вы находитесь в состоянии 4-8, тогда вы мобилизуетесь ради цели, и эмоции находятся под контролем цели. После того, как ваш партнер согласился на какие-то совместные действия, вы должны совместно поставить какую-то цель. То есть пойдем сходим туда, отдохнем, или попытаемся достичь этой цели, поучаствуем в каких-то соревнованиях, или встретимся с кем-то. То есть цель, она всегда дает возможность переключиться над эмоциями. И еще раз повторюсь, в состоянии 4-8 для продвинутых пользователей
Миссия состояния стабильных отношений – это мобилизация ради цели и эмоции под контролем цели. То есть это не попытка ужаться в своем эмоциональном состоянии, это именно мобилизация. То есть вы ради какой-то цели эмоции оставляете в сторону и понимаете, что негативные эмоции, которые вас захлебывают, они вам не нужны, вы понимаете ход этих эмоциональных качелей и не вовлекаетесь в это. То есть вас туда очень трудно втянуть. И в состоянии 8-10 это очень стабильное состояние. Это когда вы мобилизуетесь ради большого заработка или желания много заработать. В отношениях и семья, по диагонали находятся деньги. Здесь мы зарабатываем деньги, здесь мы зарабатываем какие-то нематериальные ценности. Это совместные сильные переживания, совместные какие-то сопереживания. Любая эмоциональная или неэмоциональная вещь, которую вы можете оценить как очень ценную, здесь в состоянии 8-10 важно понимать, что об этой победе, об этом переживании нужно поделиться, чтобы ваши друзья и окружение узнали. Это должно отразиться в яркости жизни. Это может быть фотоальбом, то есть любая фотография, видео, где вы можете зафиксировать свое состояние, и когда вам грустно, печально, или вы находитесь в состоянии 0,4, чтобы это вас переключило в этап мобилизации. Мы с вами потратили не очень много на анализ колеса жизненного баланса любимого человека. Проанализировали 8 сфер. Вы выделяете теперь следующий шаг. Выделяете те сферы, где вы можете своему любимому человеку помочь, где вы можете очень быстро попробовать совместные действия, но всегда придерживайтесь правила. Начинайте всегда от яркости жизни и не перепрыгивая идете по часовой стрелке. Не нужно сразу идти в отношения и пытаться что-то изменить. Поймите, что если у человека в яркости жизни есть сложности, и здесь состояние 0,4 в отношениях и семья, как правило, вы будете зажаты между двумя этими состояниями. Здесь у вас будет состояние 0,4 нестабильное, и здесь будет состояние 0,4, потому что яркость жизни, друзья и окружение, они между собой взаимосвязаны. Но если вы будете делать все правильно, сначала улучшите яркость жизни и следующие сферы, особенно когда выровняете состояние здоровья и спорт, у вас появится ясность в отношении вашего круга знакомых, родственников, вы можете их четко идентифицировать. С этими людьми я готов больше проводить время, с этими людьми готов меньше проводить время, кого-то нужно вдохновить, кого-то нужно честно направить к специалисту, чтобы он вместе с экспертом-специалистом решал, как ему решать свою проблему, то есть с чего начать, чего он может достичь, как он может идти единомышленников. В данном случае вы лучше его понимаете ситуацию, проявите ему немного сочувствия, но направьте его к действию. Итак, надеюсь, это видео будет полезным для вас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Желаем всем хорошего дня. Желаю, чтобы наши инструменты колеса жизненного баланса были для вас полезны. Кто хочет написать свою историю успеха, пожалуйста, пишите в комментариях. Всем добра!